С некоторых пор в нашем районе стало неспокойно. Кто-то выбросил взрослого бультерьера. Верится с трудом, что пес сам потерялся или по собственной воле ушел из дома. Надо ли говорить, что эта грозная и бойцовская порода способна одним своим видом навести панику на оппонента? Поэтому люди и опасались его больше, чем он этого заслуживал. В поисках пищи пес стал шарить по мусорным бакам, заглядывая на прохожих, надеясь, что кто-то из них сжалится и даст ему хоть немного еды. Однако люди, увидев Тайсона, так местные прозвали пса за его атлетическое телосложение, старались просто побыстрее уйти. Всех удивила наша баба Даша, небольшая сухонькая старушка, которая сама весила едва ли меньше сурового пса. Она по какой-то причине абсолютно не боялась могучего Тайсона и была чуть ли не единственной, кто подкармливал попавшее в беду животное. «Баба Даша, ну чего ты творишь такое?» — ругался на нее сосед, сидя в своем автомобиле и поглядывая через слегка опущенное боковое стекло, как старушка снова подкармливает бездомного пса. «Сейчас прикормишь его, он здесь и останется, а тут дети вокруг, а кто знает, что у него на уме. Такой крокодил в раз ребенка проглотит и не подавится». «Сам ты крокодил», — улыбалась старушка. «Да ты гляди, какой он добрый! И глазки умненькие! Он ведь прекрасно все понимает. Да и наброситься он может только из-за таких, как ты, которые его доводят своими подозрениями». «Да?» — переспросил сосед Мишка, будто издеваясь. «Ну так возьми его с собой жить, раз умная такая. Пускай он тогда лучше тебя съест, чем кого-то из нас». «Ой, напугал!» — парировала бабушка, поглаживая Тайсона по голове. «Я уже и сама об этом давно подумала», — пояснила она, а потом посмотрела на собаку и позвала ее за собой. «Пошли, милый, теперь со мной жить будешь, нечего тебе по помойкам лазить». Пес, не веря своему счастью, завилял хвостом и дернулся, чтобы бежать за бабушкой. Дашей, но, видимо, не мог до конца в это поверить и вновь остановился. «Ну ты чего? Пошли, говорю», — настояла отважная бабушка, и радостный пес кинулся к ней. «Да ты чего, баба Даша, серьезно, что ли?» — изумленно крикнул сосед, наблюдавший за всей этой картиной. «Да я же пошутил. Ты одумайся, ведь сожрет он тебя», — сказал мужчина, пытаясь переубедить старушку. Не оглядываясь, отмахнулась баба Даша, рядом с которой гордо вышагивал грозный Тайсон. Так и стали они жить вместе, удивляя всех, кто увидит эту странную парочку, миниатюрную хрупкую старушку и мощного пса с широкой грудью. Теперь Тайсон получил свое место возле теплой печки, где баба Даша оборудовала ему лежанку, а кроме этого, услышав, каким басистым голосом лает ее новый питомец, хозяйка дала ему новое имя — Бас. Бас быстро понял, что у него теперь новое имя. И вообще, на удивление и вопреки стереотипам, пес отличался добрым нравом и крепкими нервами. И это даже несмотря на то, что ему пришлось пережить предательство его прежних хозяев. Шло время. Ни разу баба Даша не пожалела, что забрала этого пса с улицы. И это даже несмотря на то, что теперь ей приходилось выделять средства со своей небольшой пенсии на его пропитание. А как вы понимаете, кушает такой пес немало. Летом в гости к бабушке приехали внуки. Увидев грозного пса, сын бабы Даши тоже поначалу насторожился, можно ли оставлять детей в одном доме с бойцовской собакой. Однако, глядя, как его дети возятся с Басом, буквально катаясь на нем верхом, а тот всем своим видом демонстрирует, что ему это только в радость, мужчина успокоился и уехал обратно в город, где его ждали повседневные заботы. Зато мальчишки, внуки бабы Даши, отрывались теперь по полной, вырвавшись из тесной городской квартиры и оказавшись на деревенских просторах.
целыми днями они находили себе забаву, играя во дворе, лазая по чердакам и крышам, в общем, получив нормальное здоровое детство вместо городских лабиринтов, где каждый шаг должен быть под контролем. Баз был верным соратником в любой детской забаве. В общем, стали они лучшими приятелями. Однако в тот роковой день, когда мальчишки отпросились у бабушки погулять возле речки, Баса с ними не было. Баба Даша решила не рисковать и прицепила собаку на тонкую цепь, которая осталась у нее от прежнего дворового пса. Все-таки дом есть дом, а кто знает, как Бас поведет себя в незнакомом для него месте. «Пускай лучше мальчишки одни погуляют, а там видно будет», — решила она. Антон с Андреем шли по берегу реки, кидая в нее камушки. Так хотелось зайти в прохладную воду, но они дали бабушке слово. А значит, надо его держать, ведь они же мужчины. И пускай Антону всего 12, а Андрею только 8, они уже понимали ценность мужского слова. «Антон, гляди, какой камушек красивый!» Указывая через прозрачную воду на пестрый камень, лежащий на дне реки, сказал Андрей. «А давай его с собой возьмем», — предложил он. «И как же ты его возьмешь?» — спросил брат. «Это же ведь в воду зайти нужно, чтобы его достать. А ты слово дал». «Да я только одной ногой наступлю и достану», — пообещал хитрый братишка. «Это ведь считаться не будет». Антон пожал плечами. Андрей понял молчаливое согласие своего брата и, закатав штанину, на одной ноге наступил в воду. Но он все никак не мог дотянуться до камня, ведь вторая нога оставалась на берегу. И вот мальчик наклонился еще сильнее, но в этот момент нога его поехала, и он целиком упал в воду. Бурный поток тут же подхватил неуклюжего мальчишку и потащил его вниз по течению. «Антон!» — тут же закричал перепуганный ребенок. «Антон, спаси!» Да только как мог брат его спасти, когда он сам не умел плавать? Да и разве хватило бы ему сил справиться с сильным течением? Антон бежал вдоль берега и кричал, чтобы кто-нибудь взрослый поскорее пришел на помощь. А в это время с цепи рвался Бас. То ли собачье сердце почувствовало неладное, то ли острый слух уловил крики о помощи. И вскоре пес несся к реке. Бас сходу кинулся в реку и поплыл к тонущему мальчишке. В это время, услышав детские крики, к берегу подъехал тот самый сосед, который отговаривал бабу Дашу не брать к себе бродячего пса. Выйдя из машины, мужчина обомлел. Пес плыл к берегу, борясь с течением, которое неминуемо сносило его, а у него на спине сидел мальчишка и дрожал от холода и страха. Ну, дела. Только и смог выдавить из себя сосед, понимая, насколько он ошибался в этом псе, который сейчас, рискуя собственной жизнью, спасал человеческого ребенка. Наконец они оба оказались на берегу. Бас тут же упал на траву, глубоко дыша, то и дело отрыгивая воду, которой ему пришлось наглотаться. Антон плакал и обнимал своего братишку, а сосед, кажется, только сейчас понял что-то очень важное для себя, что в корне изменило все его взгляды на эту жизнь. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.